Девочки, здравствуйте. Показываю вам со стороны спинки, так как фотография сделана не очень удачно, что никаких прищепок для того, чтобы посадить по фигуре изделия, я не использую, что бывает на YouTube. И обратите внимание, как красиво лежит регланная линия, которая прям так здорово идет в подмышечную впадину. Я еще делаю полуластовицу всегда в изделии для того, чтобы обеспечить прилегание рукава к телу изделия без заломов. Не люблю, когда вот здесь вот куча-куча таких вот складочек. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Так, манекен у меня 44 размера, и на подругу я мерила 44 размера, сама ношу 46-48, в зависимости от времени года и от бюстгальтера, который на мне, да. Значит, на 44 смотрится великолепно, будто просто заложено чуть больше свободы облегания, да. На мне менее свободно просто смотрится, одинаково хорошо. Что хочу сказать для размеров, которые больше. Сначала мы вяжем с одним ритмом прибавок, потом ритм прибавок идет как в обычном классическом реглане, по 2 прибавки в каждой регланной линии. Их 4, как в обычном реглане. Это нулевой реглан. Я нашла алгоритм очень удобный. Я думаю, что вы это оцените и вам тоже понравится. Вязать легко, можно брать в дорогу с собой, вязать. Что касается этого изделия, экономила пряжу, потому что в упаковочке у меня была одна упаковка, 5 моточков по 50 грамм. То есть 250 грамм ушло на это изделие, вывязал все до нуля. Если вы не будете экономить и вам нужны изделия именно из этой пряжи и на больший размер, то смотрите, вот линию реглана провязываете, вот я озвучиваю, в каком ряду я меняю ритм прибавок. Просто сделайте это раньше, тогда у вас к телу пойдет больше петель, да? То есть здесь очень легко лавировать. Теперь я только этим видом реглана вяжу, мне очень нравится, как вот и линия красиво лежит, и вот мы можем получить при таком вязании широкое тело, то есть свободное тело. При обычном реглане я этого никогда не могла добиться. Получалась очень заниженная линия реглана, что мне не очень нравится. Ну и выйти как бы из этого положения можно только было одним способом, это сшивное изделие. А здесь изделие вяжется сверху, при этом мы получаем широкое изделие. Желаю вам приятного вязания, девочки, и обязательно оставайтесь красивыми и здоровыми. Итак, ну давайте теперь по делу. Значит, футболка пола, либо вы можете связать кардиган, платье, тунику. Футболку можете связать либо мужскую, либо женскую, либо детскую. Да? Только не забываем, что у мужчин мы делаем вот это вот внахлёст планочку, мы будем делать в другую сторону нахлёст. И петель спинки для мужской фигуры должно быть больше, чем на женской спинке. Ну, думаю, здесь сообразите, да, сами. Пряжа у меня Ярнард Элеганс, вот такой вот клубочек. В 50 граммах 130 метров, 88% хлопок и 12 металлик. Расход 5 моточков, это целая упаковочка, 250 грамм получается. Мне хватило до середины бедра, на мой 46-48. Очень интересный цвет, наверное, ближе к кофе с молоком, где больше молока и немножко розовинки, прям чуточку-чуточку. Камера не передает. Кому интересно, это цвет 121, а зеленый, он, по-моему, называется зеленое яблоко. На сайте пряжа.нет, это оттуда. Кстати, вот мой остаток. Мне хотелось связать все до нуля. Как это сделать, я расскажу. Если будет интересно, напишите в комментариях, как довязать вот до такого нуля. Основные параметры. Длина регланной линии у меня 26 вместе с полуластовицей, вот с этой. Под грудью у меня в подмышках, значит, ширина 50 сантиметров, а по низу я делала прибавочки по бокам. 52 сантиметра стало. Рукав в самом широком месте 17 сантиметров. Это я мерила уже вот, когда вывязала полуластовицу. Вот это место я меряю. 17 сантиметров. И длина изделия я мерила от, вот здесь, где у нас фиксированный подгиб, вот отсюда я мерила, и до низа изделия 52 сантиметра. Итак, вязание мы начинаем от воротника, смотрим отдельное видео, прямо на этой пряже, буду там показывать. И планку я изменила на 11 петель вместо 9. Позже уже я говорю, что там 11 петель, ну а так я вас предупреждаю, да? Спицы использовала на горловину, я какие говорила, а сюда я использовала 4 и 4,5. Здесь у меня двойная кромочная у планки. Отдельно найдете ссылочку внизу и в первом прикрепленном комментарии на воротник пола, на двойную кромочную. Здесь она тоже будет участвовать, но вдруг вы захотите как-то отдельно посмотреть, да? На интернет-магазин «Откуда пряжа». Про нулевой реглан, где я рассказывала теорию, оставлю вам. Ну и, собственно, здесь я буду с вами
прям буквально каждый развороте, каждую петелечку будем провязывать. У вас в правом углу будет написано, правое это плечо или левое плечо. То есть не свяжет только ленивый человек или который не хочет пошевелить ни одной извилины. Оставлю ссылочку на этот мастер-класс, как я вязала ворот, фиксированный подгиб. Здесь 3 ряда, поворотными рядами он по-другому вяжется. Ложная кетлевочка и завершение ложной кетлевочки. И ниточка у нас выведена на лицевую сторону. Итак, теперь в расчет, что я беру? Я беру эти 103 петли, отнимаю 8 петель, отведенные на регланной линии, по 2 петелечки на каждую из них, их 4. Получаю 95 петель. 95 петель отнимаю петли рукава, по 3 петельки в рукавах. Получаем 89 петель. 89 петель делю пополам. Пополам не делится, 44 и 45 петель получается, да? 45 петель кладу на спинку, 44 кладу наперед. Почему сюда кладу меньше? Попереду у нас еще добавится планка с 2 сторон сейчас. Но она внахлёст будет. У меня планка 9 петель. Внахлёст будет лишних 9 петель. То есть 44 плюс 9 петель, одна планка. Мы считаем одну планку. Если мы замкнемся в круг, да, то будет 53 по переду, 45 останется по спинке. Прибавки буду делать, это нулевой реглан. Поэтому в рукавах буду делать в каждом нечетном ряду, а на переде спинки буду делать реже в 2 раза. Перед и спинку вяжем в первом ряду, делаем прибавочки к переду, 3 пропускаем ряд, мы не делаем прибавок, в 5 ряду делаем прибавочку, 7 пропускаем, в 9 делаем, 11 пропускаем, 13 и так далее. Итак, сейчас нам нужно добавить петли планки. Нам понадобится вспомогательная ниточка от другого клубочка. Если бобинная пряжа, значит заранее нужна ниточка, да, кусочек сантиметров 15-20. Мне нужно для 9 петель буквально немного. Первую петлю можно сформировать как крючком, так и спицей. Показываю крючочком. Снизу крючок кладем, ниточка сверху, против часовой стрелочки. Оставляем маленький хвостик, сформировали петлю, протащили, да, это первая петелька. Накидываю на спицу, затягиваю и ниточку на пальчик, пальчик себе, добираю петли. 2 петли считаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь я поставлю маркер, и мне нужно 9 петель на планку. Я набираю на одну меньше. Теперь смотрите, значит, ниточку основную от основного клубка, которым мы вязали воротник весь, отводим назад пока. И у нас 2 ниточки встречаются. Ниточку от вспомогательного клубочка кладу поверх и забираю сверху ниточку от основного, от воротника. Придерживаю пока, получается вот такая, да, перехлёст вот такой. Придерживаю пальцами правой руки ниточку вспомогательную, которую мы взяли от другого клубочка, и начинаю вязать 22 петли переда лицевыми петлями потуже. 1, 2, 3. Дошла до первой регланной линии и подумала, чтобы жизнь медом не казалась, так как это хлопок, все-таки нужно сделать некоторое углубление. Я расставила маркеры со стороны спинки 4 петли маркер, 5 петель маркер, с другой стороны спинки также 4 петли маркер, 5 петель маркер. На схеме это выглядит так: 4 петли маркер, 5 петель точечка, да, вот точечками. И по переду также 4 петли и 5 петель. С другой стороны по переду 4 петли и 5 петель. Сейчас мы с вами все поэтапно пройдем. Итак, первый ряд мы вяжем. В первом ряду у нас прибавки идут везде. И к переду, и к спинке, и к рукаву. Итак, дохожу. Маркеры поставлены у меня по переду. Все эти маркеры прохожу. Дошла до регланной линии. У меня между 2 петель стоит маркер. Перед регланной линией делаем обратный накид. Ниточка лежит на спице к нам. Провязываю 2 петли. 1. Перекидываю маркер. 2. После регланной линии, это в сторону рукава, делаем прибавочку, прямой накид. Ниточка лежит от нас на спице. Провязываю 3 петли рукава. 1, 2, 3. Прибавка перед регланной линией. Обратный накид. 2 петли регланной линии. 1, 2. Прямой накид после регланной линии. И дохожу до первого маркера. 1, 2, 3, 4 петли.
Красненький маленький маркер снимаю по спинке, не нужен больше. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Ниточку переводим вперед, снимаем на правую спицу изнаночную петельку, ниточку заводим до конца назад, так, чтобы 2 дужки петли у нас были на кончике. И не растягивая петли, аккуратно идем изнаночными петлями до регланной линии. Встречается нам накид. По изнаночной стороне мы его должны провязать за заднюю стеночку. То есть, если мы провяжем за переднюю, будет дырочка. Нам надо провязать за заднюю стеночку. Кому сложно вот так провязать, покажу другой вариант. Правой спицы за заднюю стеночку хватаем, перенесли на правую спицу. Теперь перенесли на левую спицу. И теперь можно провязать за переднюю стеночку. То есть перекрутили петлю, и она будет провязана точно так же, как и первый раз показывала. Далее 2 изнаночные петельки, это регланная линия, 1, 2. Другой накид со стороны рукава по изнаночной стороне провязываем не за заднюю стеночку, будет скрещенный, а за переднюю, так, чтобы не было дырочки. Далее 1, 2, 3 петли, это у нас рукав. Снова у нас прибавка, мы должны провязать за заднюю стеночку. 2 петли регланной линии, которые делят рукав и перед. Теперь должны накид провязать за переднюю стеночку. И идем до первого маркера голубенького. По переду голубенькие маркеры. 4 петли. 1, 2, 3, 4. Скидываем маркер, разворачиваемся на лицевую сторону. Делаем разворотную петлю. На правую спицу, за правую стенку, неважно какая у вас бабушкина или классическая, за правую стенку подхватываем правой спицей петлю и ниточку до упора заводим на себя. 2 дужки петли являются одной петелькой, да? Держим на кончике эти 2 дужки, чтобы не растянуть петли, и поднимаемся к регланной линии. У нас это будет 3-й ряд. К переду, значит, мы смотрим, что к переду мы только в рукавах прибавляем. К переду и к спинке мы прибавлять в 3-м ряду не будем. Поэтому прибавки нет в сторону переда. Просто провязываю регланную линию 1, 2. А в рукаве, это 3-й ряд у нас, мы делаем прибавку. После регланной линии прямой накид. Далее провязываем петли рукава 1, 2, 3, 4, 5. Регланная линия. Это рукав. Делаем прибавку до регланной линии, обратный накид. Ниточка лежит к нам. Провязываем 2 петельки регланной линии. Со стороны спинки прибавок нет, просто идем до второго маркера. 1, 2, 3, 4. 5-я разворотная петля слева направо, ее подхватываем. Вот так она выглядит. И провязываем. И еще 5 петель до следующего маркера. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаем маркер, он больше не нужен. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Разворотная петелька, ниточку назад. Когда мы на изнаночную сторону разворачиваемся, ниточку назад. Когда на лицевую сторону, ниточку вперед. И провязываем изнаночными петлями до регланной линии по спинке. Безотрывно с вами провяжем сейчас все. Это у нас 4-й изнаночный ряд в отношении этого плеча. Встречается накид, мы его провязываем скрещенным за переднюю стеночку. Дальше идут петли рукава. 1, 2, 3, 4, 5. И накид провязываем за заднюю стеночку. И вместе с накидами уже 7 петель у нас в рукаве. Регланная линия. 1, 2 петли. Далее идем до следующего маркера голубого, до последнего, да? Вот этот у нас хвостик, пускай так пока и болтается здесь. Мы еще к нему вернемся. Разворотная петля встретилась. За заднюю стеночку ее подхватываем. 2 дужки петли.
Вот так это выглядит по лицевой стороне. Опять-таки, если неудобно провязывать за заднюю стеночку, значит, с правой спицы за заднюю стеночку вот так подхватили обе дужки, перевели на правую спицу, да. Теперь всю эту конструкцию на левую спицу кинули и провязали за переднюю стеночку. И это получится то же самое. И идем до маркера, до следующего. Раз, два, три, 4, 5. Снимаем маркер, он больше не нужен. И у нас теперь в отношении левого плеча, если мы носим изделие, это левое плечо у нас. В отношении левого плеча это у нас 5-й ряд. Делаем разворотную петельку, ниточку на себя. В 5-м ряду мы делаем прибавки везде. И к переду, и к спинке, и к рукавам. Дохожу до регланной линии. Видите, как у нас округлилась по переду горловина. Делаем прибавку до регланной линии, обратный накид. Провязываем регланную линию. Раз, два. В рукав делаем прибавку прямой накид. После регланной линии всегда у нас прямой накид. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 петель. Теперь обратный накид. 2 петли регланной линии, прямой накид после регланной линии по спинке и пошли лицевыми петлями на другое плечо. Провязываем все петли спинки. Сейчас встретится разворотная петля, мы ее уже знаем, слева направо она подхватывается и провязывается. И доходим теперь, минуя вот эти маленькие красненькие маркеры, доходим до большого красного маркера, который у нас обозначает регланную линию по спинке. Дошли до регланной линии, до 2-й, да? У меня 2 петельки, между ними стоит красный маркер. До регланной линии делаем обратный накид. Это у нас 1-й ряд мы вяжем в отношении правого плеча. 1 петля регланной линии, 2-я. И после регланной линии накид прямой. Дальше 3 петли. Раз, два, 3. Это у нас петли рукава. Перед регланной линией синенький маркер, это перед у нас. Регланной линии по переду. Делаем обратный накид. 2 петли регланной линии. Раз, два. После регланной линии всегда прямой накид. И доходим до 1-го маркера голубенького. Раз, два, 3, 4. Снимаем маркер. Это мы связали 1-й ряд. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Вяжем 2-й ряд на правом плече. Разворотная петелька. Ниточку заводим назад до конца. И изнаночными петлями проходим до маркера. Накид провязываем до регланной линии за заднюю стеночку изнаночной петлей. 2 петли регланной линии. Раз, два. Накид после регланной линии за переднюю стеночку изнаночной петлей. Петли рукава вяжем. Раз, два, 3. Перед регланной линией накид провязываем за заднюю стеночку изнаночной петлей. 2 петли регланной линии. Раз, два. Накид провязываем за переднюю стеночку после регланной линии. И идем до 1-го маркера по спинке. Раз, два, 3, 4 петли. Снимаю красненький маленький маркер и разворачиваемся на лицевую сторону. Будем выполнять 3-й ряд. В 3-м ряду у нас прибавки только в рукаве, так же как и со стороны левого плеча. Все у нас одинаково будет, количество петель будет везде одинаково расти. Делаем разворотную петельку, ниточку на себя заводим до конца, вяжем лицевыми петлями до красного маркера. И это, так как это петли спинки, прибавка в 3-м ряду не делается. Значит, провязываем регланную линию. Раз, два. А вот в рукаве делаем после регланной линии делаем прямой накид. Вяжем петли рукава. Раз, два, 3, 4, 5.
Делаем обратный накид, вяжем регланную линию. 1 петля, 2. Это 3-й ряд. К переду мы прибавок не делаем после регланной линии. Вяжем до маркера маленького. 1, 2, 3, 4. 5-я разворотная петля слева направо подхватываем и провязываем. И 5 петель еще. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаем последний маркер. По переду разворачиваемся. Изнаночную петельку на правую спицу, ниточку заводим назад. Изнаночными петлями проходим до последнего маркера, который у нас стоит на спинке со стороны правого плеча. Это у нас 4-й изнаночный ряд. Дошли до линии реглана, провязываем ее. После линии реглана у нас была прибавка в рукаве, провязываем накид за переднюю стеночку. Вяжем петли рукава. 1, 2, 3, 4, 5. Накид до регланной линии перед спинкой провязываем за заднюю стеночку до регланной линии, да? 2 петли регланной линии. 1, 2. И идем до последнего маркерочка на этом плече. 1, 2, 3, 4. 5-я петля у нас разворотная была за заднюю стеночку. И ранее показывала, как можно просто перекинуть, да? За заднюю стеночку провязываем изнаночной петлей, аккуратно скидываем. И 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все, последний маркер сняли. Разворачиваемся на лицевую сторону, делаем разворотную петельку, петлю за правую дужку подхватили на правую спицу, ниточку стянули вперед и вяжем лицевыми петлями до регланной линии. И давайте вспомним, здесь мы с вами 4 ряда отвязали и 5-м рядом ушли на другое плечо. Здесь тоже сейчас 5-й ряд мы пересекаем и доходим до конца уже. У нас везде количество петель будет одинаковое, что по переду у нас прибавки все прошли одинаково и ровно. Это у нас 5-й ряд, поэтому в сторону спинки делаем прибавку до регланной линии, которая определяет на спинку. Обратный накид делаем, вяжем 1, 2 петли регланной линии, делаем прямой накид, вяжем петли рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Доходим до регланной линии, обратный накид, вяжем регланную линию. 1, 2, прямой накид после регланной линии. Это 5-й ряд у нас, мы завершаем. И идем до конца переда. Разворотную петлю слева направо провязали и до конца идем. Все петли лицевые, это лицевая сторона, 5-й ряд. Так, теперь, значит, нам надо добавить такое же количество петель, да? Я сейчас повешу также маркер, чтобы было наглядно видно, что и к чему. И ниточку на пальчик, петли добавляем планочки. Пальчик себе. Добавляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Надо 9, я добавляю 8, так же как и с другой стороны. Переходим на изнаночную сторону. Первую петлю я провяжу лицевой петлей, иначе она соскочит. Вторую петлю я перенесу на правую спицу, не провязывая ниточку перед работой. Так мы будем вязать двойную кромочную по изнаночной стороне. Далее идет лицевая петля. 1, 2, 3 петля лицевая, значит, 4-я изнаночная, 5-я лицевая, 6-я изнаночная, 7-я лицевая, 8-я изнаночная. И как бы мы ни старались туго вязать, у нас всегда получается
при воздушных петлях вот такой разрыв. Вот этого я и хотела избежать. Для этого берем спицу вспомогательную любую, сзади подхватываем и ставим эту спицу параллельно спице той, которая у нас в левой руке. И накидываем эту воздушную петельку, сформированную, на левую спицу. Все, это такая же воздушная петля, только мы ее из вот этой лишней протяжки сами сделали. И провязываем ее лицевой петелькой. Это мои 9 петель планки. Далее изнаночными петлями вяжу. Это у нас 6-й ряд получается. Весь изнаночный ряд проходим, где у нас прибавки, мы знаем, как их вязать скрещенными, и встречаемся уже, когда подойдем, покажу, как будем поступать с петлями планки с другой стороны. В конце 6-го ряда тоже разворотная петля встречается на петлях переда. За заднюю стеночку точно так же провязываем сдвоенную эту петельку и вяжем до конца. Довязываем до несколько петель осталось. Так, раз, два, три. И теперь вот они, воздушные петли, чуть не убежали. Ниточку я пока не отрезала и не фиксировала. Это которая от дополнительного клубочка. Очень сильно притягиваем. Я повешу тоже сюда маркер для наглядности. Держим туго вот эту ниточку, которая у нас зафиксирована. Не зафиксирована пока. Первая петля лицевая по изнаночной стороне. Затягиваем ниточку. Вторая изнаночная. Третья лицевая. Не люблю эти воздушные петли. Четвертая изнаночная. Пятая лицевая. Шестая изнаночная. Седьмая лицевая. И снова у нас вот такая протяжка. 7 петель есть, 8 в конце, а у нас должно быть 9 петель. Вот перед последней петелькой формируем также петельку сзади спицы вспомогательной. Подхватываем нить, разворачиваем параллельно левой спицей и на эту левую спицу накинули. Она тугая, но хорошо, пусть будет. Все, теперь мы здесь вот этот момент тоже также решили. Эта петля должна провязываться по изнаночной стороне, точнее не провязываться, пересниматься на правую спицу, ниточка перед работой и последняя петелька бабушкина изнаночная. Это двойная кромочная так вяжется. Давайте теперь про двойные кромочные поговорим. Все, количество петель у нас набрано, никаких дырочек у нас нет. Двойная кромочная, если вы вяжете так же, как я, как она провязывается по изнаночной стороне. Во-первых, все кромочные по лицевой и по изнаночной стороне, первая всегда снимается, последняя бабушкина изнаночная, в лицевом и в изнаночном ряду. Далее, в изнаночном ряду вторая от кромочной петли, это изнаночная петля по изнаночной стороне. С одной стороны и изнаночная петля по другой стороне. Мы ее переснимаем, ниточка перед работой, а в лицевом ряду разворачиваемся, и у нас 7-й ряд. Кстати, смотрим, в 7-м ряду мы только делаем в рукавах прибавки. 7-й ряд, первую кромочную я снимаю, вторую лицевую провязываю, и все лицевые ряды так будут вязаться. Двойная кромочная, после нее изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная. После изнаночной петельки последней, которая у меня в планочке, первую после нее буду вязать, она будет более выпуклой просто, за заднюю стеночку скрещенной.
С другой стороны также. И не забываем, что в 7 ряду мы делаем только прибавки в рукавах, 8 ряд просто провязываем, в 9 ряду делаем прибавки везде, к переду, к спинке, к рукавам, и так далее чередуем. Вязала в таком же ритме, в 9 ряду сменила номер спиц на 4,5, от четверки ушла чуть больше, на 4,5. Далее буду вязать четверкой 4,5. Значит, в таком же ритме я вязала до 23 ряда. Начиная с 25 ряда прибавки делала как в обычном реглане. 2 в рукавах, одна по переду с одной стороны, другая по переду с одной стороны, 2 прибавки в рукавах и по спинке 2 прибавки в каждом нечетном ряду. То есть как в обычном реглане, да? Теперь у меня 45 ряд, и я собираюсь замкнуть планку по переду. Значит, 45 ряд. Я сейчас заканчиваю. У меня что получается по петлям? 39 петель, не считая планки, и 11 петель планки. По переду 39 петель, в рукаве 49 петель и на спинке 79 петель. Теперь поступаем следующим образом. 11 петель планки, начиная с изнаночной петли. Это вот конец ряда показываю. И перед планкой я провязываю скрещенную петелечку, чтобы здесь было все красиво. Иначе вот эта петля растянута получается. Поэтому последнюю петельку я провязала скрещенной. И далее пересняла просто петли на правую спицу правой планочки, не провязывая. На левой планке на вспомогательную спицу 11 петель планки, начиная с 2 кромочных и заканчивая изнаночной петлей на вспомогательную спицу. Теперь на основную спицу левую перекидываю справа 11 петель. 1, 2, петли планки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь нам нужно их провязать вместе. Петли, которые на ближайшей спице и которые мы на дальнюю спицу перекинули. И если это женское изделие, да, то у нас правая планка накладывается на левую. Если мужское изделие, то наоборот, значит. И теперь подтягиваю ниточку, где у меня ниточка, и начинаю вязать. Значит, начиная с изнаночной петельки, смотрю на лицевую сторону, у меня первая петля изнаночная, значит, соединяю 2 изнаночные петли. С дальней спицы захватываю за переднюю стеночку, ну, вообще без разницы как. Ну, давайте так же. Мне надо провязать скрещенными все эти петли, потому что я дальше буду вести эту полоску скрещенными. Если вы планируете замкнуться в круг и дальше вязать лицевой гладью, то можете все петли провязать просто лицевыми парно. А я парами буду провязывать именно резиночкой. Значит, с дальней спицы захватываю петельку за заднюю стеночку и с ближайшей есть. И провязываю изнаночной петлей. Очень аккуратно. И обе петли скидываю с левой спицы. При этом хорошенько подтягиваем. Лицевая петелька у меня скрещенная, да, значит, я должна за заднюю стеночку подхватить петлю с ближайшей спицы, а с дальней без разницы я подхвачу за правую стеночку. В общем, с дальней спицы не имеет значения, не провязываю их вместе, скидываем. Изнаночную провязываю обе петельки с дальней спицы за заднюю стеночку подхватываю и с ближней спицы за заднюю стеночку подхватываю. И провязываем скрещенной изнаночной обе петельки. Под камерой неудобно, поверьте, в руках все гораздо, без камеры все гораздо проще. И так далее. Давайте без камеры самостоятельно провяжем эти петли. 9 провязанные, 2 последние давайте вместе провяжем. Лицевая с ближней и с дальней. Провязали, скинули. Как альтернатива, смотрите, как можно еще изнаночную петельку вместе провязать. За заднюю стеночку на правую спицу с дальней забрала петелечку, и с ближайшей спицы за заднюю стеночку забрала 2 петельки у меня на правой спице, и кидаю их обе на левую спицу. И теперь за переднюю стеночку изнаночной петлей провязываю. Получится то же самое, наверное, так будет легче просто. Сразу не догадалась. Итак, и смотрите, значит,
лицевая, которая обрамляет мне дорожку, скрещенная. И дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель планки. И также обрамляющая вот эту дорожку лицевая, скрещенная у меня идет. Вы можете многие вещи опустить, я просто показываю то, что я делаю. И сюда ставлю маркерочек для того, чтобы мне по кругу дальше ходить, спотыкаться и вязать вот этот участок скрещенными петлями. Теперь, это значит 45 ряд у нас. В 45 ряду были прибавки. Теперь у нас начало кругового ряда получается. Мы начинали с левой полочки вязать, это левая по отношению к вязанию. И первую прибавку делали в регланной линии, которая у нас со стороны левой полочки. Теперь мы эти петли, теперь у нас здесь начало кругового ряда перед вот этой регланной линией. Дохожу до этой регланной линии лицевыми петлями. Теперь в любом месте перед регланной линией ставлю счетчик рядов в 46 круговой ряд. В четных рядах мы будем провязывать наши накиды. Перед регланной линией за переднюю стеночку получится прибавка с наклоном вправо. Далее 2 петли регланной линии, 1, 2, и после регланной линии за заднюю стеночку получится лицевая петелька с наклоном влево. И так в каждой регланной линии. Начало теперь кругового ряда перед вот этой регланной линией, значит, повторюсь. И теперь вяжем через ряд, делая прибавки в каждой регланной линии. Провязав 57 рядов с прибавками, имею цифры: по переду 101 петля, рукав 61 петля, спинка 91 петля. Так как 2 петельки я добавила на планку, у меня по переду 2 петли прибавилось лишних. И получается, у меня была разница 8 петель между спинкой и передом, а сейчас разница в 10 петель. И когда делала предварительные расчеты, сколько у меня должно быть в подрезе, я 4 петли отдавала переду, все регланные линии отдала переду и спинки. Но поступлю по-другому. Вот здесь сейчас пересчитаю. И регланные линии отдам рукаву. Не хватает петель в рукаве. Предварительный расчет рукава сделала. Итак, провязываю у нас перед и начало кругового ряда. Провязываю петли переда. И далее у меня пошел рукав. Беру вспомогательную спицу того же диаметра 4,5. И петли рукава нам нужно сейчас добраться до петель спинки и провязать азиатский росток. Провязываю все петли рукава, дошла до конца, провязываю 2 петельки регланной линии, отдаю рукаву и ставлю сюда заглушечку. Другой рукав потом также на вспомогательную спицу перекину. Итак, перед нами петли спинки, рукав один отсоединен пока. Петли спинки я буду вязать по прямой. Можно вязать с петлями подреза, тогда будет петель в рукаве меньше. Когда мы вяжем росток азиатский по прямой, то потом мы добираем по краю азиатского ростка, и в рукаве становится больше петель. По этой причине я буду вязать по прямой. Но добавлю кромочную петельку, которую мы потом, когда будем ходить в круг, уберем. Сзади поднимаю протяжечку, накидываю на левую спицу, провязываю скрещенной. Это у меня просто кромочная петелька. Далее вяжу петли спинки, первый ряд. Довязываем вместе петли спинки. Так, 2 петли регланной линии относятся уже к другому рукаву. Здесь я также делаю из протяжки кромочную петельку, поднимаю. Сзади подняли протяжечку и за заднюю стеночку провязали. И вот эти петли другого рукава пересниму. Ну, это поменьше у меня диаметр спиц, 4. Петли рукава пересниму также на другую спицу, чтобы удобно было мерить. Переснимаю петли рукава. К рукавам забираю 2 петли регланной линии, ставлю заглушечку и разворачиваюсь. Теперь у нас 2 рукава отдельно. И разворачиваюсь можно вот этой одной спицей, у меня с леской 60 сантиметров, это на одной спице вязать. Значит, разворачиваемся на изнаночную сторону. Азиатский росток вяжем по изнаночной стороне, да, второй ряд. Кромочную буду снимать,
в обоих рядах в лицевом и в изнаночном последнем будут провязывать бабушкины изнаночные. И второй ряд вяжем потуже, да, немножко, чтобы не было рядности. Я на последний круговой ряд повесила маркер. И сверху видно, один ряд провязан, изнаночный пройду, второй ряд будет провязан. Если нет, чуть-чуть рядов, удобно. Отвязала поворотными рядами, росток 9 рядов. На круговой ряд повесила маркер, и вот сверху видно 4 сантиметра померила. Что я решила изменить? Значит, росток 9 рядов 4 сантиметра, подрезы буду делать по 13 петель. Вот здесь ошибочка 13. Я же 4 петли убрала со спинки и спереда к рукавам. И я эти просто планировала 9 в подрез, 9 и 4 сплюсовала. У меня будет вот так вот, давайте. По 13 петель в подрезе. Спинка 91. Плюс 13 104, перед 101 петля плюс 13 получается 114. Те же самые цифры, которые я и планировала. Также 218 петель. То есть за счет подреза мы свое добрали. То, что мне нужно. Вот последний ряд вяжу спинки. И смотрите, у нас кромочная петля в конце спинки лишняя и в начале также. Две последние петли мы не провязываем, не довязываем. Разворачиваем обе петли левой стеночкой к себе и за задней стеночки провязываем. Одна петля спряталась под другую. Вешаю сюда маленький маркер и воздушными петлями буду набирать. Мне нужно 13 петель, нечетное количество петель в подрезе. Одна будет центральная, выполнять функцию ложного шва, но я, скорее всего, думаю, что я буду вот такую же дорожку в подмышке пускать. Вот эти 13 петель я вот так пущу скрещенной резинкой. Ну, это кто как хочет, да? Итак, воздушные петельки как набираем? Ниточку на пальчик, на левый, указательный пальчик себе и набираем. Но набирать буду на одну меньше, потому что петли дают протяжку большую, и потом из нее сформируем нужную петельку. Итак, набираю, значит, вместо 13 на одну меньше, 12. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И ставлю сюда маркер. И картина вот такая, да. Пододвигаем к себе петли переда на левой спице и потуже стараемся провязать первые петельки. Если вот эти первые петли переда будут растянутыми, за счет соседних их можно подтянуть потом. Раз, два, три. И пошла вязать лицевой гладью, не считая у меня здесь по центру, дорожкой скрещенных петель. И пошла вязать до следующего подреза. В следующем подрезе также добавлю воздушных петель на одну меньше, 12. Со стороны другого подреза петли переда провязала. Также вешаю маркер и воздушные петельки также 12 набираю на одну меньше. 2, 3, 9, 10, 11, 12 на одну меньше, да? Вешаю маркер для наглядности. И первую петелечку у спинки мы также должны, эту кромочную, убрать. Здесь мы провязываем в начале петель спинки слева направо обе петли. Либо же, если у вас бабушкина, разверните так, чтобы стали классические. И тоже так же спряталась петелька под другую. Кромочная спряталась у нас. И дальше вяжу по кругу. Дойду до первого подреза. Покажу, как мы будем провязывать. И добавим там из протяжечки петельку. Дошла до первого подреза, в котором мы набирали воздушные петельки в первом подрезе. И здесь я поставлю счетчик рядов, второй круговой ряд. Я буду вязать вот этот участок 13 петель, который сейчас мы одну дополнительную сделаем. Буду вязать скрещенной резинкой. Поэтому буду провязывать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая первая, вторая, изнаночная. Лицевая. Со следующего ряда буду вязать скрещенной резинкой. Последняя петля изнаночная. И картина вот такая, что у нас опять вот такая протяжка. Так же, как мы на воротнике делали. Здесь я беру вспомогательную спицу. Эту протяжечку сзади подхватываю сверху, да. Разворачиваю параллельно левой спице и на левую спицу накидываю. То есть мы сделали дополнительную воздушную петлю. Это 13 петля, я ее провязываю лицевой. У меня 13 петель, начиная с лицевой, кончая лицевой. Маркер перекидываю и пошли петли переда.
В другом подрезе я точно так же поступлю и далее буду вязать по кругу. Гуляя по кругу, я делаю по бокам, там, где у меня в подрезе вот резиночка, я вяжу дорожку. Я делала от нее справа и слева прибавочки через каждые 15 рядов. По 2 прибавочки с каждой стороны в одном подрезе, ну, с одного бока, да, и с другого бока также. Просто из протяжки поднимаю петельку, не доходя там, допустим, до вот этой дорожки. Здесь 2 петельки, не доходя. Или 2 петельки привязала, после нее из протяжечки сзади поднимаю, за заднюю стеночку лицевой скрещенной провязываю. Здесь 3 петельки, здесь 4 петельки. 15, 30, 45, 60 и 75 ряд. По 4 петельки добавляется, было у меня всего 218, и вот каждый раз добавляется по 4 петельки, 238 у меня сейчас по низу в 75 ряду. И пока я оставила, у меня остался один клубок, один рукав я довязала, теперь у меня вот ровно один клубочек, мне нужно второй рукав оформить и завершить низ уже. Значит, как я рассчитываю рукав? Давайте посмотрим. Значит, у меня 60 петель было. Со стороны спинки я поднимаю, неважно, какой это рукав, левый или правый, 7 петель. По подрезу у меня было, по-моему, 13 петель. Да, в подрезе 13 петель. Я подняла 7. Знаете почему? Потому что здесь резинка из скрещенных. Причем я изнаночную вязала скрещенную. То есть провязываю за заднюю стенку изнаночную. По кругу она получается скрещенная с обеих сторон у меня резинка. Поэтому полотно, вот эта часть стянута, когда я набирала именно 13, получается огромный здесь участок, очень много петель. Поэтому я буду поднимать вот прям лицевая косичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот из этих петель. То есть в подрезе у меня я уменьшила количество петель. В данном случае, так не всегда бывает, но в данном случае вот здесь я уменьшила чуть ли не в 2 раза, да, получается. 7 со стороны спинки, 7 подрез и со стороны переда 2 петелечки. Спицы беру 4,5. После подрезов я перешла тело вязать на 4,5, да? Значит, и рукав буду вязать 4,5. Вот у меня пересняты петли на вспомогательную спицу. В руках держу 4,5. У меня здесь потому что четверочка. И получается так, что это у меня рукав зеркальный. У меня я сейчас начну с правой спицы. Значит, здесь я подниму 2 петельки, 7 и 7 со стороны спинки, там, где был азиатский росток. Простите, я вот это уберу, это я придерживала спицы, чтобы полотно не растягивалось. Приступаем. Я сделала поближе. Итак, значит, на 4,5 я уже несколько петелек на спицы перекинула, потому что у меня на четверочке все это было дело. Так как я вязала тот рукав, и у меня спица была занята. Значит, беру ниточку от клубочка и просто прикладываю ее, оставляя такой хвостик, чтобы можно было запрятать, затянуть и куда-нибудь потом вот в эту резиночку с изнаночной стороны под лицевую косичку запрячу. Узелков никаких у меня не будет, чтобы не создавать никакой лишней плотности. Значит, со стороны переда у меня здесь получается, я поднимаю 2 петельки. Раз. Ищем такие дырочки, самые удобные. Вот здесь, где образуется протяжечка, потом я просто подниму какую-нибудь ниточку, провяжу скрещенной совместно с той, которая у меня последняя была на спице. Я повесила сюда маркерочек, чтобы не считать петли. Итак, держу сзади ниточку, чтобы она никуда у меня не убежала. Раз. Так, ну у меня вариантов нет, мне придется вот за эту подхватывать, а потом ее в следующем ряду просто провязать скрещенной. И она, когда перекрестится, она притянет петлю. Далее, как я уже говорила, начиная с лицевой, 7 петелечек вот так поднимаю. Прям вот так подхватываю. Давайте поближе. Вот прям за какие-то 2 дужечки подхватываю. Ниточку подхватываю и накидываю на спицу. 1 петля, мне 7 надо поднять по подрезу. Только в лицевую петельку вставляю крючочек, по 2 дужечки, получается, подхватываю. 2 петелька. И так далее, да? 3. Накидываю. 4. 5. 6. И 7. И теперь со стороны, где у нас азиатский росток, поднять нужно 7 петель.
Значит, вот у нас следующая, вот эту петлю я последнюю, где 7-ю подняла, и пошла следующая вот эта косичка. Вот по ней надо как-то поднять 7 петель. Стараюсь не трогать вот эту вот, хотя, может быть, ее задействовать. Наверное, я так и делала. Раз, два, три, четыре. Да, я, видимо, так и делала. 5-я будет вот это. Под 2 душечки. 5-я. Так, неудобно здесь. Заглушка мешает. 5-я. Ищем такие варианты, вытаскиваем. Так, чтобы не было... Если не нравится, скинули и набрали заново, без проблем, да? 6-я. И вот здесь у меня такой разрыв получается. Снимаю заглушку. Значит, я подхвачу вот эту мертвую петлю. И какую-то перемычку вот эту мне надо прихватить. И провязываю их совместно. В общем, используем любые варианты, лишь бы не было дырочки. Вот здесь вот, где соединяемся... Ну, вот так вот, пусть немножко здесь плотно, но зато дырочки нет. Вот такой вариант меня устраивает. То количество петель я, значит, подняла. 2 петельки, 7 и 7. И пошла по кругу вязать. Это нулевой ряд подготовительный, просто лицевыми петлями. Притянув. Пока держу вот этот хвостик, чтобы у меня петли соседние не растягивались. Так, теперь нахожу центр, где у меня подреза. Значит, 1, 2, 3. И вот эту первую петлю я уже провязала. 1, 2, 3. Вот это у меня будет изнаночной петлей. Крайние будут лицевыми скрещенными в подрезе. Изнаночной по центру. И лицевые скрещенные я всегда провязываю для того, чтобы... Потому что иначе они получаются от изнаночной, когда провязываешь справа и слева. Какая-то из них петля, не помню уже какая, она очень разболтанная какая-то получается. Поэтому я их всегда провязываю скрещенными. И мы сейчас будем делать вот такую полуластовицу, который обеспечивает прилегание без заломов рукава, как видите, да? Вот такой треугольничек будем вывязывать с убавками вправо с одной стороны, а справа, наоборот, с убавками влево. Для этого, значит, так, я нашла, вот так поставлю перед изнаночной петелькой маркер. Это у меня центр подреза, значит, отметила. Ну, давайте немножечко опять по расчетам пробежимся. Окружность руки у меня 30 сантиметров. Делаю 34 сантиметра. Умножаю на плотность. Плотность я использую при вязании спицами номер 4, хотя вяжу 4,5. Значит, я понимаю, что у меня чуть-чуть больше будет, да, рукавчик. Ничего страшного, я закладываю мало. Получается 61,2 петли. Прибавляю обязательно 10% на круговое вязание. Получаю 69 петель. У меня было 65, 7 подняла со стороны спинки, со стороны подреза 7 и 2 петли со стороны переда. Получается 65 плюс 7, 7, 14 и 2 плюс 16, да? В общем, в сумме получается 81 петелечка. 81 петелечка. Отнимаю то, что мне нужно. Получаю 12 петель. Делю напополам, по 6 петель с каждой стороны. Мне нужно убрать вот этот треугольничек по 6 петелек с одной и с другой стороны от ложного шва. Значит, маркер ставлю по 6 петель, если надо убрать, на 8 петель от изнаночной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ставлю сюда большой маркер, чтобы вам было видно наглядно. Потом я переставлю на маленькие. И с другой стороны, значит, провязываю скрещенную лицевую. Последняя петелька в конце кругового ряда, это у меня будет считаться, и изнаночная, вот у меня, которая центральная лицевая, она у меня теперь будет изнаночная, ложный шов. И 8 петель слева также, 2, 4, 6, 8 петель. Также вешаю маркер, 8 петель слева, 8 петель справа. Все остальные маркеры, которые я вешала до этого, я снимаю, они мне не нужны, чтобы они нас не путали. И теперь первый ряд, так как у меня все счетчики ряды заняты, я сейчас повешу маркер на предыдущий ряд, вот такой большой какой-нибудь другого цвета, и буду просто считать от него. Итак, изнаночная петля, потом я провязываю лицевую скрещенную, слева и справа от изнаночной. Итак, первая петля провязана, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Это от начала кругового ряда, желтый маркер начала кругового ряда по центру подреза. И теперь слева, да,
получается у нас. Делаем 2 вместе с наклоном вправо. У меня классические петли, поэтому я подхватываю слева направо обе петли и провязываю. Это первый ряд. Перекидываю маркер и иду до другого маркера, который справа от подреза. Первый ряд закончим вместе, дохожу до второго красного маркера и после него внутри делаю 2 вместе с наклоном влево. Классические петли переворачиваю левыми стеночками к себе и за задней стеночки с наклоном влево провязываю, подтягиваю при этом. Так, те петли, которые растянуты, можно провязать за заднюю стеночку, но вроде как нормально все, да. Значит, провязываем просто. Закончен первый ряд. Желтый маркер мне на это указывает. Перекидываю. Так, забыла скрещенную перед изнаночной петелькой. Я провязываю скрещенную лицевую. Перекидываю маркер желтый. Начало кругового ряда. Второй ряд вяжу. Изнаночная, скрещенная, лицевая. И далее все петли по кругу без изменения. Без убавок, да. В третьем ряду я повторю, как в первом. Слева я буду делать с наклоном вправо в сторону ложного шва по центру, который у меня рукава. И в конце ряда 3-го, 5-го и так далее, в 7-го и 9-го, да, с наклоном влево 2 петли. В общем, рисуем треугольник, и у нас количество петелечек здесь будет уменьшаться. И будет ластовица, полуластовица. Полуластовицу когда сделала, и последнюю убавочку у меня в 13-м ряду 69 петель, потому что мне нужно было по расчетам. И последнюю убавку, отступив от изнаночной петельки по центру подреза, отступив 2 петельки справа и слева, также с наклоном влево, с наклоном вправо. И далее я одну петельку прибавила из протяжки наверху рукава и резинка вязала, где лицевая петля скрещенная, закрытие у меня эластичная. Я люблю, когда не стянуто полотно. По низу я провязала всего 82 ряда. Последняя прибавка у меня была в 75 ряду. До 82 ряда я довязала. И резинку 6 рядов я вяжу. Так же, как и на рукаве, покажу резинку из скрещенных петель. Точнее, где лицевая скрещенная. Провязывается за заднюю стенку. Изнаночная обычная. Лицевая за заднюю. Это при классических петлях. И начало кругового ряда начинаю закрывать резинку от середины подреза примерно. Перед лицевой петлей делаем обратный накид, когда ниточка лежит на спице к нам. Провязываю лицевую, перекидываю накид. Перед изнаночной петлей прямой накид, ниточка лежит от нас на спице. Провязываю изнаночную петлю, перекидываю накид и предыдущую петлю. И повторяем. Перед лицевой обратный накид, провязываю лицевую. Перекидываю накид, перекидываю предыдущую петлю. Перед изнаночной петлей прямой накид. Провязываю изнаночную, перекидываю накид, перекидываю предыдущую петлю. И таким образом получаем эластичное закрытие. А я вам желаю легких петелек и самое главное, девочки, будьте здоровы!